Щенка бросили умирать в снегу. Его нашли в снегу совсем одного. К его лапе была привязана записка. Он не двигался, словно ждал, пока ее прочитают. И когда это сделали, все потеряли дар речи. В одной небольшой деревне на севере России зима в тот год выдалась особенно суровой. Снег лежал плотным слоем, дороги почти исчезли, а редкие прохожие спешили домой, кутаясь от пронизывающего ветра. В такой день на окраине деревни у старого заброшенного колодца появился маленький щенок. Ему было не больше 2 месяцев. Бело-рыжий, с дрожащими лапами, он стоял почти неподвижно. Но самое странное было не это. К его передней лапе был аккуратно привязан сложенный лист бумаги. Щенок не скулил и не искал помощи. Лишь иногда касался носом листка, будто проверял, на месте ли он. Люди проходили мимо. Кто-то останавливался на секунду, но холод и спешка брали свое. «Наверное, потерялся», — говорили они и шли дальше. Так продолжалось несколько часов, пока его не заметил Алексей. Он жил один на краю деревни. Немолодой, тихий человек. В последнее время он редко выходил из дома, но в тот день все же пошел в магазин и увидел щенка. Алексей подошел ближе. Щенок не убежал, только посмотрел на него и снова коснулся бумаги. Алексей опустился на колени и осторожно протянул руку. «Тихо, малыш». Он развязал нитку и развернул записку. Чернила расплылись, но слова читались. Алексей замер. «Это хороший щенок. Пожалуйста, не кричите на него. Он боится громких звуков. Он верит этой бумаге. Если потеряет ее, перестанет двигаться. Пожалуйста, позаботьтесь о нем». Внизу не было ни имени, ни номера. Только «Простите, у меня больше нет времени». У Алексея сжалось сердце. Щенок внимательно следил за листком в его руках, будто от него зависела вся его жизнь. Алексей положил записку обратно, и щенок словно облегченно выдохнул. «Значит, вот как», — тихо сказал он. Он взял щенка на руки. Тот не сопротивлялся, только прижался к нему. Дома было тепло, но пусто. Алексей устроил щенка у печки, поставил воду и еду, следя, чтобы записка была рядом. Щенок ел мало, но регулярно проверял свой якорь. Ночью Алексей долго не спал, снова и снова вспоминая слова «У меня больше нет времени». Он понимал их слишком хорошо. Врачи уже сказали ему, болезнь неизлечима. Времени осталось немного. И вдруг этот щенок. Кто-то, как и он, оказался перед тем же выбором. Утром Алексей сел рядом и тихо постучал по полу 2 раза. Тук-тук. Щенок замер, а потом дважды коснулся лапой пола. Алексей закрыл глаза. Теперь все стало ясно. Кто-то не просто оставил щенка, кто-то пытался его спасти. Значит, теперь мы вдвоем. С того дня в доме больше не было тишины. Щенок оживал, становился смелее, но перед сном всегда проверял, рядом ли записка. Алексей аккуратно вложил ее в прозрачную обложку и держал рядом. Иногда он смотрел на щенка и думал, как странно устроена жизнь. Кто-то, уходя, оставляет боль, а кто-то — надежду. Прошло несколько недель. Снег начал таять. Алексей все чаще сидел у окна, наблюдая, как меняется деревня. Щенок лежал рядом, положив голову ему на колено. И в какой-то момент Алексей тихо сказал: «Я не знаю, сколько у меня осталось, но я точно знаю, ты больше никогда не будешь один». Щенок тихо ткнулся носом в его руку, а рядом на полу лежала та самая записка, уже высохшая, но по-прежнему важная, потому что иногда даже маленький кусок бумаги может удержать чью-то жизнь и подарить ее заново.